Так, всем здравствуйте. Снимаю видео про свой 123, а точнее об его проблеме, о том, что он нормально не хочет работать. Купил я его в состоянии, то что мотор был вкинут от 124 либо от 190 2.3, потому что старый был мертв, как я понял. Старый перегрели. Вот. Вкинут был мотор, вкручен впуск, кинут дозатор и просто и продали. Получается, дома я прикрутил до конца коробку, прикрутил дозатор, все здесь поставил на свои места по фотографиям каким-то найденным с интернета. Все это примерно поставил, как понимал. Я не знаю, может здесь что-то у меня не так, но мне кажется, у меня все так. Ну и в интернете находил, вроде все правильно подсоединено. Вот. Завел. Первый раз, когда заводил, крутил винтик подсоса, получается, не подсоса, а смеси. Завел его, покатался минут 10-20, и он у меня глох. И так было постоянно. Окей, прошло 3 месяца, 4 месяца. Я, можно сказать, переехал, перевез машину и прям начал заниматься кузовней. Пока занимался кузовней, потихонечку там покупал трамблер, покупал этот коммутатор, рут настраивал, катушку жиговскую купил на проверку, но вроде бы не помогло, машина хуже как будто бы работает в ней. И эта проблема до сих пор так и не покидала меня, можно сказать. Вот. Сейчас эта проблема проявляется так, что я запускаю машину, на газ машина подстреливает во впуск, иногда во выпуск стреляет, и со временем у нее падают обороты, и она глохнет. Что я делал? Поменял дозатор, или как он называется, новый уж. Ну не новый, а БУ, но хорошая БУ, как я понял, прям очень хорошая БУ. Коммутатора 2 поменял. Ну не менял, а вот местами их меняю, периодически смотрю. Вроде бы они все оба рабочие. Катушку я уже говорил. Крышку трамблера заказал другую. Ну это уже, короче, у меня 3 крышки. Местами их меняю, ничего не меняется. Провода 3 новые, 1 я порвал новый. Ну и то, они такие бэушные были, но в хорошем состоянии. Короче, им года 3 этим проводам. Вот. Провода новые, все подсосы я убирал. Даже вот закрыл полиэтиленом. Короче, проверял на подсос, все эти патрубки, можно сказать, отсекал. И все равно даже без подсоса он у меня себя так ведет. Без какого-либо подсоса. Массы я почистил, ту массу хорошо почистил. Это у меня пока вот такая вот масса, но она работать должна. Что еще могу сказать? Прогревается нормально, градусов около соточки держит. Кстати, у меня иногда получалось его прогреть, и прям он у меня держался нормально. Но стоило мне выехать, он у меня глох. Интересно почему-то. Стоило именно выехать, дать мотору тяги, или я не знаю что, дать мотору прокатиться, и он у меня глохнет. Сейчас тоже можно сидеть прогревать долго и ждать, пока он начнет. Либо просто проехаться пару метров, и все, и он начнет себя так вести. Что я еще менял? Топливный насос менял. Фильтр топливный менял. Здесь убрал сеточку. В баке сеточку почистил полностью. Продул магистраль всю топливную. Несколько раз продувал. Продувается отлично. Сейчас промерял давление и промерял, сколько льет на подачу топлива. Льет отлично вообще. По показателям не уступает заводским. Ну не заводским, а в нормах. В подсосе температура, которая действует, в нем, он, короче, на заводе он заштопывается там, и вот в этой заклепке подсасывал воздух очень хорошо. Я его пока герметиком залил, ну не герметиком, а суперклеем. Потом я, конечно, его буду менять, но пока работает, пока должен работать. Гидроаккумулятор, я думаю, он рабочий, потому что я в него давил воздух, и он держал этот воздух и потихонечку его стравливал очень так хорошо. Поменял здесь сальничек. Форсунка рабочая 100%. Форсунки льют более-менее. Не скажу, что идеально, но льют так, что мотор должен работать. Рут настроенный. На холодную 1,5, на горячую 3,4, максимум 3,5. Свечки Denso T20 TT.
не знаю, вроде бы по вину, поэтому они бьются, но мне рассказывали то, что они могут быть поддельными, и из-за этого на горячую уже свеча не пробивает, искры нет. Но не знаю, насколько это правда, не могу точно утверждать. Так, ну заводим машину. Заводится, вот сейчас полточка завелась, что интересно. Обороты маленькие, а подсос вроде бы на максимум. Ну не на максимум. На газ реагирует. Сейчас он еще хуже стал реагировать почему-то, не понимаю. Прогреется, станет получше, но потом вообще заглохнет. Сейчас вообще перестает на газ реагировать. Топливо льет. Как будто даже реакция есть. Здесь есть реакция. Здесь тоже есть реакция. Реакция на то, что я открываю форсунки, есть. Блин, вот это, конечно, тяжело. Но попробуй. А вот это нет. Плохо реагирует. Очень плохо. Шник у нас нет. Едем назад. Драйв. Едем вперед. Разгоняется, конечно, очень вяло. Прям, ну, вообще капец. Все, обороты уменьшились у нас. Маленькие обороты. Газ я сейчас, ну, нажму, окей. Все, 0. Искра вроде есть. Сейчас еще раз топливо посмотрим. Что-то с топливом непонятно. Искра вроде бы реально есть. Но опять же, вот как я проверяю искру, так она опять же не проверяется. Надо свечку вытаскивать. Но оно почему-то же появляется, когда именно машина поработает некоторое время небольшое. И он глохнет. Топливо идет, он заглох вот сразу. Все-таки тоже топливо. Вот непонятно, что это. Я уже все сделал, ну везде все промерил, ну все нормально. Почему он вот так себя ведет по-дурацки? Что с ним случилось? И вот, скорее всего, следующий кадр будет у Жени, как он его пытается воскресить. Дай бог. Я, скорее всего, отправлю все зажигание, катушку, коммутатор, рут, на всякий случай, свечки 100% отправлю, провода отправлю. Это он уже смотрел, проверял на своей машине, оно работало. Отправлю форсунки топливные. Хотелось бы еще патрубки эти отправить, чтобы он с ними воткнул их. Потому что может, я не знаю, ну вряд ли, конечно. Посмотрим. Вот, и... Ну и все получается. Только это отправлю и посмотрю. Все зажигание ему отправлю и посмотрю. Он он посмотрит и скажет мне, в чем может быть проблема. Так что все, следующий кадр у нас у Евгения, дай бог. А я это пока разбираю и готовлю к отправке.